Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я собираю МТ-ЛБ. Это свежая модель, она вышла буквально перед Новым годом и, наверное, самая приятная в сборке, хотя есть один маленький нюанс. А в целом мне набор очень понравился, так что давайте вместе смотреть, как я его соберу и покрашу. Поехали! Итак, передо мной свежая модель 2025 года, и это МТ-ЛБ. И здесь она изображена где-то в гористой местности, просто куда-то едет. И тут новый логотип звезды. Наверное, все, что примечательно, можно посмотреть на этом бокс-арте. Он довольно живописный, но, скорее всего, компьютерный. Ну а на обратной стороне у нас уже собранная модель. И она будет 18,5 сантиметров, 230 деталей. И это довольно много. Но при этом я думаю, что детализация здесь на высшем уровне, так как, в принципе, все крючки, лючки тут видны. И на самом деле МТ-ЛБ это довольно простой по своей конструкции транспортер. Собственно, такой небольшой кубик на гусеницах. Так что давайте посмотрим, что внутри. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! И вот мы открыли коробку, и здесь на самом деле очень мало деталей. Я думала, будет намного больше. То есть полупустая коробочка. У нас раз пакет, два пакета и небольшой пакет с декалью, с разнообразными номерами, медицинскими крестами и одним зеркалом. Плюс некоторые детали, которые помогут нам сделать остекление. Так. Но здесь у нас полунаборные гусеницы, катки, ну, часть внутреннего каркаса. Ну вот и сама МТ-ЛБ. Как видите, нижний, верхний борт и, точнее, нижняя и верхняя деталь и два борта. Собственно, вот и вся модель. И некоторые поручни. Ну и второй пакет с гусеницами для левой и правой стороны. Собственно, инструкция и схема окраски. Давайте начнем со схемы окраски. Здесь нам звезда предлагает сделать модель вот в таком камуфляже. 99-го года, Дагестан. Эта модель в таком камуфляже имела место быть. Ну а на обратной стороне у нас уже вариант 2008 года, вариант в Южной Осетии, который перевозил, видимо, что-то медицинское. А еще третий вариант – учение Валабина 2013 года. Так что 3 варианта окраски. И схема с инструкцией по безопасности. Так, ну схема у нас, кстати, маленькая. То есть нам предлагают начать с корпуса, что очень логично и, я думаю, будет просто. Приклеиваем пару держателей, каркас, торсионы, или как правильно назвать, элементы подвески, катки, гусеницы. И вот уже почти наша модель будет собрана. Собственно, вот некоторое навесное оборудование и готово. И нам предлагают сделать 2 варианта. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. По сборке особых проблем не было, и тот, кто уже пробовал работать с моделью гвоздики от звезды, он узнает ходовую часть. Кстати, видео о работе над моделью гвоздики у меня есть на канале.
Однако полностью без замечаний тут не обошлось. Главная болезнь ходовой части МТЛБ осталась ровно той же, что и у гвоздики. Это крепление катков к рычагам, и оно слишком слабое. Катки держатся не так уверенно, как хотелось бы, и при малейшем неловком касании они могут легко отломиться. И, на мой взгляд, проблему мог бы решить более крупный штырь, который входит в корпус от рычага. И буквально на пару миллиметров было бы побольше, и надежность была бы совсем другой. Да, это мелочь, но именно такие мелочи иногда портят впечатление, особенно для новичков. Потому что потом приклеивать эту деталь, уже готовой и окрашенной, это отдельное сомнительное удовольствие. И, кстати говоря, даже для меня это не самый приятный этап. Ну а в остальном модель оставила очень хорошее впечатление. Даже несмотря на довольно сложную геометрию корпуса, все встало на свои места. Без лишней борьбы и склеилось аккуратно и в цельную конструкцию, без каких-либо подгонок. После завершения сборки я сознательно не стала приклеивать только гусеницы, оставила их отдельно, чтобы потом было удобно работать на этапе окраски. МТЛБ – это многоцелевой тягач, легкий бронированный. Это один из самых массовых и узнаваемых советских гусеничных транспортеров, созданный как универсальная машина для армии. Он появился в 60-х годах прошлого века и быстро стал рабочей лошадкой мотострелковых частей, артиллерии и множество вспомогательных подразделений благодаря своей простоте, надежности и отличной проходимости. Работы над МТЛБ начались еще в первой половине 60-х годов. Советской армии требовались легкие гусеничные тягачи, способные перевозить расчеты, боеприпасы и снаряжение, буксировать артиллерию и работать в сложных условиях. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Машина была разработана в Харькове, и в 1964 году она была уже принята на вооружение. Серийное производство развернули на Харьковском тракторном заводе, и в дальнейшем выпуск продолжился и на других предприятиях, а сама конструкция активно модернизировалась и адаптировалась под разные задачи. Изначально МТЛБ разрабатывался прежде всего как артиллерийский тягач и транспортер личного состава и грузов. При этом машина получила бронированный корпус, и это давало экипажу и десанту боевую защиту от пули и осколков. Перед окраской модели я обязательно промыла в мыльной воде, убрала пыль, остатки клея и следов от пальцев. Ну и затем я загрунтовала модель. По окраске я решила не усложнять. Самый простой и логичный вариант – это базовый зеленый. Но в моем случае это будет не конкретная машина с фото, а собирательный образ МТЛБ примерно середины десятых годов. То есть я, скорее всего, делаю не боевого ветерана, а более ухоженный учебный экземпляр. Поэтому основной оттенок мне нужен не ярко-зеленый, а спокойный серовато-зеленый. И для этого я использую краски от фирмы Machete. Это спиртовой акрил. И у него есть большой плюс, его можно спокойно заказывать даже зимой, потому что он не боится мороза, не портится при транспортировке, отлично переносит доставку. А купить эти краски вы можете в магазине «Модельная лавка» или на маркетплейсах. Ручных работ на этом этапе не так уж и много. Нужно аккуратно окрасить резиновые бандажи катков, тросы и запасные траки. И все тут довольно просто и без ювелирных мучений. Тонировку я буду делать масляными красками. Я планирую за один заход совместить и смывку, и масляные точки. Так получится лучше подружить эти два приема между собой и добавить более живого, интересного финиша. И при этом важно не переборщить, чтобы модель не выглядела слишком контрастной или мультяшной. На большинстве машин штатным вооружением был пулемет ПКТ в небольшой башенке, но МТЛБ никогда не задумывался как полноценная боевая машина пехоты. Это именно тягач и транспортер, который при необходимости может постоять за себя. Машина широко поставлялась союзникам СССР и эксплуатировалась во многих странах. Со временем МТЛБ стал настолько распространенным, что его шасси начали применять как базу для огромного количества специализированных машин. Отдельно стоит отметить, что в разных странах и в разные годы МТЛБ нередко усиливали дополнительным вооружением и навесной защитой, адаптируя его под конкретные условия эксплуатации. Ну и уже в самом конце я пройдусь по выступающим элементам корпуса густой акриловой краской светло-зеленого оттенка, и это добавит объема, подчеркнет детали и сделает поверхность визуально более выразительной, как раз то, что нужно для завершения образа. И добавлю немножко пыли.
И вот такой у меня получился МТЛБ. Это очень удачный цвет, и мне очень понравилось, как он у меня в целом получился. Такой вот вездеход, который распространен на территории Российской Федерации, в армии и не только. Так что надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.